Дмитрий Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Обращение Трампа к Конгрессу. Я уже вижу сравнение с партийным съездом, обещая золотой век для Америки и так далее, и так далее. Как думаете, пользовался ли Трамп советской методичкой? Ну, во-первых, там точно могу вам сказать, что люди, знакомые с именно советскими политическими практиками и с американскими же практиками времен Холодной войны, там в окружении точно есть. Потому что очень многие подходы, манера поведения. Нет, он еще не косплеит Леонида Ильича Брежнева, молодого, конечно, да, вот. А молодой, конечно, Леонид Ильич был, будь здоров, там зажигал, так. Но очень многие вещи, как это делалось в Советском Союзе, может быть, это, конечно, подсознательно, но тогда это еще более любопытно, да, но, видимо, там люди вокруг него крутятся, в том числе, ну, мы их можем назвать люди старой школы. Но я с вами поспорю. Так. Это не партийный съезд 70-х, 80-х годов. Это партийный съезд там, конца 20-х, с самого начала 30-х годов. Это съезды, на которых громили троцкистов, зиновьевцев и правую оппозицию. Да, потому что там четко совершенно раскол. Да, часть аплодирует выступлению лидера, часть, значит, сидит демонстративно сложив руки, а, значит, один там нашелся крендель, который пытался перебивать. Вот это... Убрали сразу, я только не помню, какой это из партийных съездов, но там вот ровно вот такие же сценки все происходили. Так, там, когда пытались перебивать выступления Сталина, там, и сталинских сторонников и так далее. Но это, кстати говоря, вот это абсолютно предсказуемо, потому что мы неоднократно говорили, и я говорил, и когда это впервые сказал, это было довольно давно, это сразу было после воссоединения с Крымом, я вот высказал мысль, что вот американская демпартия по своему поведению, так, очень напоминает троцкистов. И тогда все так на меня посмотрели, ты вообще что сказал, мужик-то? Я говорю, ну, а что я такого сказал? Там же, ну, вот у них лидер Берни Сандерс, классический троцкист. Ну, вот он просто реально троцкист. Там народ пожал плечами. Сейчас я вам могу сказать, уже плечами никто не пожимает, и все делают вид, что это вот так и надо. Действительно. Вот этот троцкистский душок в оппонентах Трампа, да, оно абсолютно четко чувствуется. Да, это люди были формы, это люди были нового глобального проекта, в котором Америка была, извините, вязанка дров. Да, как и Россия, вот именно в те времена, которые надо было бросить, ну, только там бросали так сказать, в пожар мировой революции, а здесь, значит, в костер глобализации надо было ее бросать. Но я вам так скажу, с мизансценами тоже надо работать, потому что почему-то не видно рабочих, да, с плакатами на галерке, значит, спасибо товарищу Трампу, да, значит, я думаю, все это будет. Потому что логика борьбы в империи, ну, давайте тоже... И вот с этим, кстати, как-то уже спорить перестали. Америка — это империя. Да, это империя времен заката. Советский Союз 20-30-х годов — это была, конечно, империя времен такого подъема, в том числе и социального, индустриального подъема. Но политическая борьба в империи, она, в общем, все примерно одинаковая. И рано или поздно уже слово «сула», да, было произнесено. Причем, как утверждают злые языки, не только Маском, но и Венсом было произнесено вот это вот замечательное имя Сула из этой истории Римской империи. Но это, собственно говоря, репрессии, прескрипционные списки и так далее и тому подобное. Да? Поэтому вот я думаю, что идут они в этом направлении. То, как я интерпретирую выступление Трампа, это... оно в действительности, вот его уже начали ругать, что вот все кровопролития ждали, а он даже и чижик это, в общем, не съел, если разобраться. Нет, это абсолютно неправильно. Он сделал абсолютно фундаментальную вещь. Трамп предложил своим противникам капитулировать. Да? Потому что то, что он заявил о продолжении расследований в отношении расходования средств.
он объявил о том, что будет смертная казнь за убийство полицейского. Он фактически поставил под вопрос, ну как поставил, начался демонтаж фактически университетской экстерриториальности. Но ведь университеты, это же были анклавы, которые, американские, я имею в виду, университеты, это не то, что там, помните, ликвидировали в Царской империи, какие плохие университетскую автономию. Нет. В Америке это все зашло гораздо дальше. Фактически университетские кампусы были территорией, выведенной из-под американского суверенитета. То есть, грубо говоря, чтобы американские правоохранительные органы рискнули, то есть юридически никаких, в общем, запретов не было, но чтобы американские правоохранители рискнули туда зайти, надо было совершить что-то очень выдающееся. То есть надо было кого-то убить, там еще что-то, да, а все остальное, ну, это там внутриуниверситетская автономия, охрана, нанятая университетом, которая должна там следить за порядком и в действительности, что называется, обеспечивать вот эту вот экстерриториальность. Вот это все сказал Трамп. Ну, там масса еще всяких других намеков было. А некоторые вещи были очень замечательные. То есть всем стало понятно, что Гренландию он точно отберет. А если так вот этот вот, как его там губернатор 51-го штата будет продолжать, да, то есть вопрос отъема Канады – это вопрос доброй воли Дональда Трампа. Я так понял вот это все из выступления. Но в действительности он предложил своим оппонентам просто сдаться. Или, как говорилось, вы абсолютно, вот эта вот аналогия мне очень понравилась, аналогия с Советским съездом, только давайте скорректируем время. Как говорились в конце 20-х, после известного разгрома Троцкого в 27 году, как говорилось на партийных съездах, вы должны разоружиться перед партией. Разоружайтесь, да, мы вас, может быть, не тронем, но вы должны разоружиться и отказаться от прямой, вы можете бороться в пределах Конституции Соединенных Штатов, но вы должны отказаться от политики саботажа решений, которые принимаются в Белом доме, которые направлены, как считает Трамп. И здесь надо признаться, мы можем с ним во многом не соглашаться. Вы знаете, я к нему отношусь крайне скептически, но здесь надо признать, что он говорит чистую правду. Его решения, его действия направлены на восстановление того, как вот суверенитета Соединенных Штатов, как вот понимаем его мы в России. Но тут, конечно, нюанс, есть ноточку надо поставить, что так как мы понимаем суверенитет в России, особенно там последние лет 20, да, в Соединенных Штатах его понимали в XIX веке. Весь 20 век понимания американского суверенитета таким не был. Это был суверенитет глобальный над всеми другими. Да, это достаточно большой шок для американской политической элиты. Ну, вот предложили разоружиться. А зачем, если у вас сделано предложение разоружиться, или, Сталин говорил, мы должны пробежать это расстояние не за 100 лет, а за 10, иначе нас сомнут, а он говорит, вы должны разоружиться там за 2-3 месяца, или я вас сомну. Да, тут есть, конечно, некоторые разночтения, так, но вот смысл вот такой. Есть вопрос, а чем они ответят? Ведь сидели люди, за которыми вообще-то лоббистские силы, там, я думаю, что несколько триллионов долларов-то в зале не аплодировали, вот если так разобраться. За ними Евроатлантика, которая, в общем, на прошлой неделе, попыталась бросить вызов, потом, увидел вот эту перчатку, что она неловко ударила по ботинку американского гегемона, побежали, ее забирать и извиняться, а гегемон-то перчаточку-то поднял и сказал, она у меня пока полежит. А вы идите к себе, думайте. Вот это было очень интересно. Вот поворотный эпизод был вот этот. Да? Поворотный визит был отказ Трампа принять. И это планировалось, собственно, как я понимаю, они хотели вообще прилететь в Вашингтон вместе с Зеленским извиняться до выступления в Конгрессе. Как это у них технически получилось бы, не спрашивайте, не знаю. Но в крайнем случае после.
Так. Вообще все делалось для того, чтобы это выступление Трампа было отменено. Они не понимают, что он не может отменить. Он уже с вышки прыгнул в воду. Это прыжки в воду с вышки. Он уже прыгнул. Да? Но вот это был ключевой момент. Вот это вот заезд Стармера, Макрона и примкнувшего к ним Зеленского, так, он был отменен. Это означает, что, Трамп поднял перчатку. И вопрос, что он дальше будет делать. Но важнейший момент такой. Он не будет размениваться на мелкие ссоры с какими-то непонятными прокси европейских, так сказать, глобалистов, которые, с его точки зрения, являются просто, осваивателями бюджета, который выделяет Соединенные Штаты. До известной степени, я вам могу сказать, он прав. Потому что в Евроатлантике никаких других денег, вот именно в Европе есть, в европейской экономике есть свои деньги, особенно у средиземноморских стран есть свои деньги, да, даже если это деньги арабские, так, всякое бывает. Но в Евроатлантике, как системе политических, экономических, социальных институтов, никаких денег, кроме американских, нет. Возможно, они когда-то были. Но я, наверное, по малолетству, будучи 66-го года рождения, я их, наверное, все-таки не застал, когда там были чьи-то еще деньги. Да? Все, что происходило в Евроатлантике последние 30 лет, происходило исключительно на американские деньги, вокруг американских денег и по поводу американских денег. И то, что сейчас там происходит, это происходит по поводу американских денег. Да, потому что Гегемон спросил, а куда вы это все дели? Вот выделялись, да, мы, заставляем там вот вас, там и энергетическая рента, да, еще будет ее больше. Вы, кстати говоря, мы выкупаем. Замечательная история с выкупом, восстановлением американцами Северного потока-2. И это, кстати говоря, я тоже должен себя похвалить. Вот не похвалишь себя, никто не похвалит. Я когда эту мысль нехитрую высказал, да, что Северный поток-2, вот эти вот, и 1, и 2, они будут американскими, они будут покупать наш газ, так, закачивать его в трубу, после прохождения в трубы он будет объявляться американским, свободным и, возможно, даже другого цвета, так, да, вот такой, сказать, Star and Stripes, да, там, может быть, даже как-то это какую-нибудь окрашивающую, так сказать, субстанцию сделать. Правильный, да, и европейцы его будут покупать только раза в 2 дороже, чем они бы покупали у нас. Так, собственно, поэтому в Германии-то уже и начали суетиться, конечно, по этому поводу. Конечно. А главное, будут счастливы. Вот они были несчастливы, покупая российский дешевый газ, а сейчас будут счастливы, покупая российский газ, перелицованный в американский, в 2 раза дороже. Я вас уверяю, они все будут рассказывать, вот теперь, вот раньше было плохо. Вот так плохо, так просто плохо было с дешевым российским газом, что кушать не могли, да? Вот. А вот сейчас совсем другое дело. Вот сейчас совсем другое дело стало, да? Но вот этой ренты уже недостаточно, потому что в действительности через каналы финансовой поддержки Европы, через эмиссию ФРС, туда вкачивались деньги в Европу, несравнимые с тем, что Америка и то последние годы, кстати, начиная с Трампа, начинала забирать обратно. Совсем, если вот по-честному, это не совсем с Трампа началось, это началось с позднего Обамы, когда начались поставки сланцевых углеводородов. Но это по сравнению с тем, сколько было вкачано через вот Евроатлантический институт, это такой, знаете, капустник районного уровня. Да? И, собственно, Гегемон спросил, во-первых, где деньги, да? Во-вторых, Гегемон спросил, что вы такие борзые-то? Да, это же все мое. Вообще-то. И, да, конечно, но возвращаемся к вашему фундаментальному вопросу, почему это партийный съезд? Потому что Трамп понял, что как в свое время и Сталин,
без консолидации политической системы Соединенных Штатов, которая на сегодняшний день находится в состоянии глубочайшего и системного, архитектурного, если хотите, кризиса, никакие внешнеполитические и внутриполитические задачи нерешаемы. Можно решать какие-то отдельные узлы, развязывать, но глобально проблема будет оставаться на месте. А у нас вот радиослушатели пишут, что Трамп — это Хрущев во время 20-го съезда. Но, знаете, складывается ощущение, что... Не, ну это я согласен, но я все согласен. Вернуть так быстро деньги в американскую экономику, как будто делается для того, чтобы сказать, вот завтра коммунизм уже наступил. Капитализм, прошу прощения в данном случае. Ну, Хрущев-то вот... Я, кстати, не спорю. Из Трамп-Сталин не получится, хотя бы потому, что Сталин понимал, как работает аппарат, и второе, Сталин знал Россию. Да? Вы думаете, Трамп знает Америку? При всем уважении, я еще раз говорю, я скептичный, но я думаю, что Трамп знает свой социальный слой Америки. Помести Трампа в рабочую среду на час, я боюсь, он будет иметь бледный вид. А вот в своей среде, в среде людей, которые стоят там в районе $1 миллиарда и выше, ну, он, конечно же, он знает их слабости, он знает, на что надавить, он знает их логику, А вот там, я думаю, что Трамп на какой-нибудь ферме или в каком-то американском депрессивном городе, ну, это так себе будет зрелище. А потом, знаете, Трамп — это Хрущев. Ну, Хрущев-то на 20-й съезд выходил, думая, что он Ленин. Да? А он даже не Калинин, он даже, в общем, непонятно кто был. Так? Но я вам скажу так, кое-что вот с точки зрения поведения, так, у Трампа от Хрущева есть. Но Хрущев, опять же, тоже не сильно любимый мной персонаж, но Хрущев аппаратную работу знал. Это был, конечно, человек... Там пышные фразы, это человек, который, ну, что называется, ну, это был тоже, как и Трамп, человек слова, но не дела. Но Хрущев знал аппаратную работу. Кстати, знаете, что еще роднит Трампа и Хрущева? Это были люди высокого, что бы кто ни говорил, высокого уровня личной смелости. Да? Ну, тут, наверное, вот сразу сравнение, да, развенчивание культ Сталина, культ Байдена в данном случае. Ну, да. Даже не культ Байдена. Байден, это же почему мы правильно говорили, когда говорили коллективный Байден? Потому что он развенчивает не Байден, он развенчивает культ системы. Так? Хрущев, конечно, слушайте, там достаточно большое описание его деятельности в годы Великой Отечественной войны. Ну, конечно, творил он там много дел, но лично человек был довольно храбрый. Редкоземы еще нужны Трампу или нет? Вот если мы продолжаем говорить о возвращении американских денег. Ну, во-первых, я думаю, все-таки дело не в редкоземах. Дело в том, что мы не понимаем. Ну, у нас разное понимание. Я думаю, что это минералы. Я думаю, что как Трамп... Ну, вот это же тоже Трамп. Он говорит редкоземы, да? А что вот он понимает под словом редкозем? Какой спектр из таблицы Менделеева? Я так не очень понял, прочитав соглашение. Потому что там вопрос конечной суммы, уже эквиваленты, то есть неважно, что за ресурс. Вопрос, что туда входит. Потому что я думаю, что туда входит и уголь, да, туда входит и железная руда, что ни разу не редкоземы. Но это моя гипотеза, я ее никому не доказываю. Но я вам так скажу, фишка в следующем. Трампу соглашение в том виде, в котором оно было парафировано, невыгодно. Он ее не хотел подписывать, он воспользовался возможностью, что Зеленский, значит, начал мухлевать. Ну, это классика. Это классика украинской дипломатии. Такое, если наши читатели и слушатели, и зрители посмотрят, был такой заместитель министра иностранных дел Украины Бутейко. Так, замечательный, знаменитый персонаж, который от руки не просто в парафированный, а в подписанный вариант одного из соглашений, это описано, это в интернете, посмотрите, прецедент Бутейко. Да? Вот, это дипломатическая новелла, так сказать, которую внесла Украина в международное право. От руки, считая, что подписали неправильное соглашение, в подписанный на СНГшном уровне, все там подписали соглашение, внес
без поправки. И в украинском варианте это все вышло вот так, как это, как говорится, как повелел Бутейко, замминистра иностранных дел. Это классический финт ушами, характерный для Украины. И вот ничего вы с этим не сделаете. Я думаю, что с Трампом пытались провернуть что-то вот из этой оперы. Видимо, Трамп, как человек, который учился, бакалавриат, во всяком случае, заканчивал в иезуитском колледже, да, а там иезуитов учат читать все. То есть это люди, которые, что называется, все документы, которые подписывают, читать, это им вдолбили. Да? Вот, он такие, с ним бы это не прошло, но, видимо, кто-то стукнул, да, и Трамп воспользовался глупостью даже не столько Зеленского, сколько всей украинской делегации, да, он их поймал на этом, устроил скандал, сказал, ну все, да, но я еще раз говорю, посмотрите, да, ему говорят, мы сейчас приедем, давай подпишем, уже вот как парафировали это соглашение с целым министром финансов США. Так? Вот так и подпишем. Да, вообще ваш текст подпишем, все подпишем. Он говорит, не надо. Мне не надо. Ну, как бы мы готовы вернуться. Да? Что-то это мне знакомое напоминает. Вот это вот. Значит, первое предложение самое лучшее. Да? Второе предложение несколько хуже. Да? Третье приложение вообще никакое, а четвертого не бывает. Мне кажется, мы все знаем этого человека, который... вот сколько планов победы было представлено Зеленским? Также по нисходящей. Да, также вот, значит, мы знаем человека, который действует ровно вот так. Так? Четвертого предложения у этого человека не знаем. Поэтому, в принципе, Трамп учится. Учителя сказать сложно. Читал ли он советскую историю, или ему кто-то читал историю, как, что называется, закалялась советская сталь. Думаю, что читали, но он учится у тех, кого он уважает. Если посмотреть на сегодняшнего Трампа, во-первых, он очень сильно отличается от Трампа первого срока. Во-вторых, он учится у тех, кого наблюдал в деле и кто доказали, что они великие лидеры. Да? Владимир Владимирович Путин, да? И это Ким Чен Ын. Это в какой-то мере, кстати, Нарендра Моди. Да? У него с Китаем противоречия, но вот, кое-что он перенял и у Си Цзиньпина. Ну и припоминает, кстати, периодически. И припоминает, да. Он не стесняется говорить о том, что это его партнер. Но вот если присмотреться, очень многое в его поведении, в его политических практиках, вот оно, что называется, выучено. Он очень сильно изменился. Не надо думать, что мы имеем дело с немножко постаревшим Дональдом Трампом розлива 2017 года. Это не так. Это вообще другой человек. Работа над ошибками проведена. Ну, насколько это было тать-и-трать, это неизвестно. Ну, насчет договоренности и соглашений эфирное время заканчивается. Но когда с Украиной договор подпишем, пожалуйста, дубликат, PDF на почту, чтобы никаких корректировок. Да. Друзья, вернемся в студию через пару минут. Дмитрий Геннадьевич, продолжаем. Про Америку подробно. Уже поговорили в первой половине выпуска. Дорогие радиослушатели, если по какой-то причине вы только присоединились, обязательно потом запись можно посмотреть ВКонтакте, Радио Спутник, на Рутюбе. Все это после эфира будет. Ну, а сейчас, я думаю, можем к Европе перейти. И, честно говоря, интересно заявление Стармера, точнее, прошу прощения, когда, с одной стороны, в рамках саммита, там, когда много лидеров, можно сказать, мы готовы отправлять свои войска и так далее, так далее. Ну, в общем, высокопарно, красиво, даже дерзко в какой-то степени. Вызывает дядюшка Трамп, там чуть ли не на коленочку он садится, и ему, значит, вопрос. Вы готовы Россию-то потянуть? Ни ответа, ни привета, ну, такое неловкое молчание. И вот поэтому вопрос, да, на что сейчас рассчитывает Европа как, ну, тут, наверное, вопрос такой, целостный. На что сейчас рассчитывает Европа в рамках Евросоюза, ну, как вот такое объединение? И как на эту ситуацию смотрят уже отдельные страны ЕС, которые потихонечку отпочковываются, я бы сказал. Ну, я вам так скажу, что вот эту часть, знаете, так вот
в рамках такого, знаете, медийного хулиганства можно было сказать, а теперь к новостям из провинции Соединенных Штатов. Да, там. Вот. Ну, вы знаете, смех смехом, но вот чем дальше смотришь на европейскую политику, тем больше понимаешь ее глубочайшую и непреодолимую провинциальность. Мы себя считали там Париж, там, да, вот это там высокий, там, до очень позднего времени и иностранным языком в наших российских и советских паспортах был не английский, был французский, язык дипломатии, так. Да, я это на себе очень хорошо чувствую, потому что у меня фамилия на английском и французском пишется абсолютно по-разному, да, даже первые буквы разные, так, вот, но тем не менее. И Берлин, там, да, там, особенно после объединения, там такое большое государство. А вот сейчас смотришь, ну, какие-то они все мелкотравчатые, да? Ведь вот вы говорите, что Трамп их куда-то вызвал. Да он их даже никуда не вызывал. Он просто спросил, вы готовы? Так я-то вот прямо сейчас, да? Да, как говорится, так сказать, ну, немножко там, что называется, деньги только верните, а дальше это все ваше. Флаг европейской демократии да, вам в руки. Пожалуйста, и несите этот флаг, куда донесете. Так? И все сразу закончилось, потому что вообще такое вот ощущение, ну, я так вам сразу скажу, что я смотрел очень внимательно этот саммит в Лондоне. Ну, я, чисто в профессиональном плане, могу сказать, принимал участие в организации мероприятий и таких достаточно значимых. У меня глаз наметанный. Ну, слушайте, это халтура просто редкостная. То есть не отработано вообще ничего, да, кроме одной вещи, да, подходов к СМИ. Вот это единственное, что там было более-менее отработано. Ну, тогда фуршет еще должен быть богатый. А вот я не уверен. Нет. Во-первых, в Евроатлантике по сравнению... Действительно, вот тут вы правы, но вы возвращаете к первой части. В Евроатлантике, да, были всегда отличные фуршеты. Это уже понимать, что такое, как американцы. И как-то нелегкая судьба занесла меня в городе Вашингтон на фуршет, который проводила НАТО. Я вам скажу, надо было видеть лица американских конгрессменов, которые туда попали, может быть, первый и последний раз. То есть они поняли, как живут богатые и знаменитые. То есть у них, если бы у них была возможность себе в судочке чего-то там наскрести, они бы наскребли. Но вы понимаете, какой объем вот именно социальной ненависти? Это конгрессмен, это не бедный человек. Это в своем штате. Это, как правило, человек, у которого там, мог быть, в те времена там с общественными активистами даже в палате представителей был напряжен. То есть это люди, которые прошли определенный путь, не случайные. До этого, кстати, я видел фуршет в не самой хилой организации Национальный университет обороны Соединенных Штатов. То есть это, просто несравнимо с тем, что творило, евроатлантическое сообщество. Да? И это, конечно, я вам так скажу, но я не уверен, что фуршет был на том уровне, на котором он был раньше. Так? Но с организационной точки зрения безобразное мероприятие. И вся идея эта была, на мой взгляд, очень простая. Она была про то, чтобы напугать Трампа. Во-первых, найти фитюльку, да, который нелегитимен. И, кстати, заметьте, вот это очень важный сдвиг последней недели. Все начали признавать, включая европейцев, что с легитимностью у Зеленского что-то не так. То есть то, что им из России говорили последние полгода, и что они говорят, нет, это не имеет значения, это другое, да. Потом признали американцы, которые сказали, вообще-то нужны выборы. Не надо выборов. Нет, вообще-то нужны выборы. Потом постепенно начали, признавать европейские люди. Это замечательно. Да? Нашли фитюльку, которой что называется,
по отмороженности, я так очень мягко сейчас, заметьте, уважаемые друзья, излагаю это все, нахамил Трампу, и все сказали: да, это теперь борец, главный борец за свободу, лицо европейской демократии. То есть все, что надо было, да, для того, чтобы стать лицом европейской демократии, это нахамить американскому президенту. И все. Да? Дальше они выстроились, мы пошлем войска. Понятно, почему Стармер не стал озвучивать по результатам Лондона историю, значит, вообще-то план по вводу миротворцев. Потому что основная часть того, что британцы могут дать на миротворцев, она вообще-то уже на Украине. Там видят добровольцев, наемников там, и так далее, инструкторов и так далее. У них не такая большая армия. У них в реальности на все про все там 20 осталось. Да, но что-то же они должны оставить у себя на национальной территории. А все, что могли, они ввели. Ну и потом Британия всегда работает, Британия успешно работает практически всегда только из-за кулис. Они выставляют Макрона, у которого... Вообще-то есть, у них такие реальные сухопутные войска в Европе есть у 2 стран. Да? 3, но одна не совсем в Европе. И точно не в Евросоюзе. Это Франция, это Польша. И это Турция. Да? Но с турками сейчас, как говорится, все сложно. Так? А очень было показательно, что поляки ушли в тину. Это конечно, очень интересный момент. На поляков надо смотреть очень внимательно. Это тоже другие поляки. Потому что в рамках классической польской геополитики гонора, то есть они должны были побежать, оттолкнуть Макрона, сказать: мы будем. Да? Ничего они такого не делали. То есть это значит, что польская политика в польской политике начинают проявляться элементы рациональности. Это такая вещь, которую надо, что называется, осмыслить. Вышел Макрон, говорит: мы вводим миротворцев, замораживание в воздухе, на море, да, и удары вглубь территории страны, так сказать, на плоскости, на карте, в общем, сухопутные войска продолжают воевать. Понятно, что это рассчитано на таких клинических идиотов, я не буду это повторять, это уже 20 раз сказано, да? Но главное начинается потом. Главное начинается следующий, выходит Стармер, говорит: мы вообще об этом не договорились. А тогда чего же вы... Дмитрий Геннадьевич, это даже уже не на уровень провинции похоже, на уровень, не знаю, пацаны во дворе собрались, если просторечно говорить стенка на стенку, давай ты первый, а не ты первый. Давай. Хорошо, я первый. Выходит первый, а второй говорит: а я вообще не с ним. Да, я вообще не с ним. И потом эти же люди, дезавуировавшие друг друга, собираются ехать к Трампу, взяв Зеленского, уговаривать Трампа продолжить финансирование войны против России. Опять же, надо же иметь в виду, Трамп все-таки человек рациональный. И рационально мыслящие нью-йоркские девелоперы все уже давно лежат в фундаментах. Хороших таких, действительно классных, иногда получивших архитектурные премии небоскребов. Но он-то работает президентом США, значит, он рациональный. Он как это должен воспринять? Просто по-человечески. Они только что друг друга дезавуировали. Помимо всего прочего, наговорив друг другу следующее, что денег нет, что войск всего максимум они могут собрать 100-120 тысяч максимум. Это сточится за 3 месяца сегодняшней интенсивности боевых действий. Да? Что потом Стармер уже сегодня говорит: а вообще мы не хотим конфликта с Россией. Да? А как же ты собираешься вводить миротворческие войска на линию боевого соприкосновения, где Россия ведет, как сказал наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, наступление по всей территории? Как технически? Очень просто. Зеленский пообещает украинское гражданство. Приезжает контингент, оформляет украинское гражданство, вступает в доблестные ряды ВСУ. Все. Замечательно. Один вопрос. Охранить они где будут? Как кого? Как граждан Британии, выплачивая британские компенсации за гибель в ходе боевых действий? Или француз, который еще больше? Да?
Или как украинцев, которым выдают, приличную, наверное, по меркам Украины сумму, и все, и дальше привет, и памятник на месте захоронения, да, к которому даже родственники не придут, скорее всего. Вот это как? А потом проговариваются. Самое-то интересное, вот в чем провинциальность. Провинциальность не в том, чтобы выкатить абсолютно нереалистический план. Да? А провинциальность это в том, чтобы выкатить нереалистический план, надеясь, что его все съедят, а потом всем объяснять, какие мы хитрые, и вот в чем в этом плане засада. Выходит тот же самый Макрон и говорит, что, значит, Трамп должен договориться с Россией, да, о замораживании боевых действий, но чтобы предотвратить сделку двух диктаторов, да, а мы в тот момент, когда они договорятся о замораживании, мы быстро вводим войска. Но это даже не колхоз. Это какой-то, я даже не знаю, что это какой-то хутор. Да? И это все говорится... Это, понимаете, ужас весь в том, что это, даже не ужас, это шапито, да? Это все проговаривается публично на относительно высоком уровне. Вот как с этими людьми можно вообще вести рациональный разговор? И в этом смысле, конечно, идея внешнего управления, скажем так, значительной частью европейских стран со стороны Соединенных Штатов, делегирование в той или иной форме Соединенным Штатам суверенитета европейскими элитами, и, конечно, да, и спички детям не игрушки, ядерное оружие в Европе, не американского ядерного оружия в Европе быть не должно. То есть стратегической целью, на мой взгляд, я могу понимать, это мое честное мнение, но стратегическая, так сказать, цель России в отношениях с Европой, это понятно, это денацификация, потому что, конечно, элементы такой нацистской идеологии начинают Европу с Украины просачиваться. Так и Европа же сама в такую группировку бандитскую превращается. Конечно. Второе. Это, конечно, сокращение европейских вооруженных сил. Они должны оплачивать присутствие. Да, вопросы безопасности, они обеспокоены, все понимаю. Они должны оплачивать американское военное присутствие. И там, конечно, не 5%, а там процент и не 7%, а там процентов к 10 выходит. Но это уже их внутреннее дело. Но какого ядерного оружия? Да, они могут его складировать. Они же золото складировали в Форт Ноксе. Да? Вот так они могут на случай чего складировать свое ядерное оружие на территории Соединенных Штатов под международным, то есть нашим российским контролем. Да, но, еще раз говорю, спички детям не игрушка. Не может разваливающийся колхоз 20 лет без урожая иметь в своей собственности боевой вертолет. Вот эта Европа не может быть собственником и пользователем того военного потенциала, который там исторически скопил. Значит, Европу надо освободить от этого бремени. Нам, что ли, это делать? У нас своих дел хватает, поэтому флаг в руки Дональду Фредовичу Трампу. И я думаю, а что-то мне подсказывает, что у него многое может получиться. Давайте начнем с Гренландии и с Канады. Кстати говоря, о Канаде. Ведь это же не случайно. Мы же все понимаем, что в районе Великих озер возник единый народно-хозяйственный комплекс с единой логистикой, с единой энергетикой, да, который может быть использован как плацдарм для агрессии вот этой быстро фашизирующейся Евроатлантики против Соединенных Штатов Америки, которые встали на путь восстановления национального суверенитета. И, конечно, идея Дональда Трампа о десуверенизации Канады и превращении ее в некий, наверное, переборщил он с 51-м штатом, перебор, не все сразу, но в некий доминион или протекторат США, она, на мой взгляд, исторически абсолютно прогрессивна. Более того, это соответствует интересам безопасности Соединенных Штатов. Не может такой агрессивный в политическом плане сосед существовать у Соединенных Штатов, тем более в условиях, когда северные штаты США, во-первых, депрессивные штаты,
Они экономически уязвимы, они социально уязвимы. Там вполне... Канада вполне имеет возможность развязать гибридную войну, а может быть даже и прокси-войну, используя некоторые социальные... Уже прозвучала торговая война. Торговая война против Соединенных Штатов. В этом смысле, мы, как люди доброй воли, конечно, призываем Дональда Трампа для того, чтобы избежать некоторых крайностей в решении вопросов безопасности Соединенных Штатов. Но мы не должны закрывать глаза о том, что у него есть основания для того, чтобы воспринимать угрозу со стороны Канады и со стороны вот этого, скажем так, очень такого невнятного режима Трюдо, как реальную. Были шутки про Техасскую Народную Республику. Можно теперь можно и Канадскую Народную Республику. Были. Но если глобально, во-первых, я соглашусь полностью, что вот те заявления сегодняшних европейских политиков, это с одной стороны смешно, с другой стороны это страшно. Особенно если вот такие люди могут там дорваться до ядерного арсенала, не дай бог, и прочее, прочее. Но у меня интересная аналогия сейчас по ходу разговора появилась. Есть же сейчас модная услуга, это там аренда парня на 8 марта. Очень такая сейчас... в общем, пользуются девочки услугой, у кого там нет постоянного там, мужчина для фотографий там в соцсетях и так далее. Модная, тема. И вот Зеленский, как будто это тоже, знаете, Макрон арендует Зеленского как лицо европейских ценностей, европейской демократии и так далее. И может нагадить бывшему в лице Дональда Трампа. Да. Честно, у меня, не знаю, такая аналогия появилась. Есть такая аналогия, но я считаю, что не нужен этот парень на 8 марта, не надо. А Европе нужна услуга «трезвый водитель». В Европе нет трезвого водителя, потому что как только, этот весь скандал произошел, проснулся, спящий Мерц, который до этого сидел в тени, ждал, этот человек, который, вероятнее всего, будет канцлером Федеративной Республики Германии, которая считалась серьезным государством еще очень недавно, даже на моей памяти. И говорит, а мы сейчас создадим фонд, повысим налоги, то, сё, 5-е, 10-е, и будем формировать новую армию. То есть и этот еще в очередь выстроился. Европе нужна услуга трезвый водитель. Нет в Европе трезвого водителя, который сможет этот автомобиль довести до дома, то есть до нормальной европейского состояния музея под открытым небом, спокойного, где живут благополучные люди, у которых есть газ, там нет, это, кстати говоря, по Британии, там они еще цифры не обнародовали, но говорят, там такие даже по британским меркам очень высокие цифры этой смертности от тепловой нищеты. То есть там позамерзала куча стариков. Но это же вопрос надо решать. А Британия лезет в мировые гегемоны, имея такие социальные проблемы. Может британская элита изнутри себя родить этого действительно национального лидера, который сможет заниматься проблемой? Соединенные Штаты смогли. С большой болью, с огромными издержками. Но нашлись в том же самом глубинном государстве. Мы его не любим и так далее, но там нашлись среди трезвомыслящие люди, которые сказали, нет, мы немножко тормознем внешнюю экспансию, мы должны заняться внутренними проблемами. Америка не в том состоянии, чтобы неограниченно выполнять роль гегемона. В общем, сохраняется, надежда, что есть те, кто остаются в тени и ждут просто своего заветного часа. Кто-то же, мы же начали с вами, кто-то же с того, что поднял хорошо, не советское наследие, а наследие холодной войны, сказал, как там было? А как там было у русских? Кто-то же это сделал, явно же что-то. Может быть, не по партийным съездам, но там масса всяких нюансов. Я абсолютно уверен, что, более того, я рискну это сказать в эфире, в окружении Трампа есть люди, которые читали книгу Ленина «Государство и революция». Прям точно могу прям... Прекрасное заявление. Да, это азбука
даже не азбука, это букварь политика. Как это надо делать. Как сейчас модно говорить, это база. Это база, знать, да, согласен, даже спорить не буду. Это база. Две минутки с половиной остается. Мы обсудили, в общем-то, планы Трампа, наверное, по всему. И по Канаде, и по Гренландии, и по Европе, и с Украины, как он будет на все это дело решать. Не могу не обсудить тему с Газой. Потому что здесь Лига арабских государств ранее отвергла его проект реконструкции, принял свой, еще и Хамас поддержал. Здесь как будет, на ваш взгляд? А очень просто. Ну, это же, опять же говорю, это девелопер. Он бросил проект. Проект завиральный. Проект башня на 200 этажей. Что ответила ему Лига арабских государств? Ну, по сути-то они этот проект, который с точки зрения, как бы, на первый взгляд, является безумным. Но если его начинает обсуждать Лига арабских стран и готовит на него некий ответ, значит, этот проект не настолько безумный. Да, египетская резолюция осуждает и так далее и тому подобное. Но в основе-то то же самое. Создать внутри Газы некий социально возобновляемый, скажем так, создать систему, которая не будет контролироваться той или иной радикальной организацией. Создать внутри Газы экономическую систему. Вот сейчас проблема Газа-то в чем? Да там даже и набережная была, и отели там были, и пальмы там росли. Там экономики не было. Вся экономика — это была давальческая экономика. И от Газа откупались. И Трамп первый сказал, а Газа должна зарабатывать деньги. В тот момент, когда в Газе начнут зарабатывать деньги, а не пилить, делить, распределять гуманитарную помощь и деньги от арабских государств, от Евросоюза, безумно, кстати, деньги, да? Возникнет новая социальная среда. Извините, а и в чем он не прав? И фактически египетская резолюция, если вы внимательно прочитаете, которую, кстати, поддержал Хамас. Я и говорю, что Хамас ее поддержал Хамас, она, отрицая проект Трампа, находится в логике Трампа. Вот так. Собственно говоря, и работает Трамп. Он создает некий информационный вброс, который все начинают обсуждать вне зависимости от степени его безумия. А потом принимает логику Трампа. То есть курорту быть. Не знаю, это будет, не будет, это посмотрим. В том или ином виде, но тем не менее логика это принята. Но цель не размещать бесконечные военные контингенты. Именно так. Друзья, профессор Дмитрий Евстафьев.